История произошла со старой бабушкой по имени Клавдия Ивановна. Она была преклонного возраста и нуждалась в внимании, так как не могла справляться с домашними делами. У нее был внук Иван, молодой и энергичный парень, которому не нравилось ухаживать за бабушкой. Он считал, что это лишнее бремя на его плечах, и предпочитал проводить время с друзьями. Однажды, когда Клавдия Ивановна очень нуждалась в помощи, она обратилась к Ивану с просьбой. Она объяснила ему, что без его поддержки не сможет справиться с повседневными делами. Однако Иван отмахнулся и сказал, что у него нет ни времени, ни желания заниматься этим. Бабушка осталась одна, смирившись с тем, что ее внук не проявляет интереса к ее проблемам. Но судьба имела свои планы. В один из дней, когда старая бабушка пыталась самостоятельно справиться с домашними делами, Иван, раздраженный ее настойчивостью, вышвырнул ее на улицу, не обращая внимания на ее слабость и нужду в помощи. Бабушка упала на холодный асфальт и заплакала от боли и отчаяния. Ее плач услышал бездомный пес, который жил неподалеку. Бабушка всегда подкармливала его и делилась с ним последними кусочками пищи, поэтому пес испытывал к ней особую любовь и благодарность. Услышав плач бабушки, он, не раздумывая, помчался к ней на помощь. Прибежав на место происшествия, пес вцепился зубами в ногу Ивана, вызывая у него страх и недоумение. Иван, испугавшись, отскочил и, не оглядываясь, убежал с места происшествия. Отныне он больше не появлялся у бабушки, оставив ее на произвол судьбы. Бабушка, лежа на дороге, обняла пса и благодарила его за преданность и отвагу. Зная, что не сможет оставить бездомное животное на улице, бабушка решила принять его в свой дом. Постепенно, с каждым днем, она и пес становились неразлучными. Пес стал ее верным спутником, помощником и защитником. Он всегда был рядом, когда ей было плохо, ласково лизал ее руки, словно пытаясь снять боль и одиночество. Бабушка назвала его Альма, и он стал ее единственным другом и семьей. С этого дня их жизнь изменилась. Альма помогал бабушке в домашних делах, приносил ей тапочки и газеты, играл с ней и был ее настоящим компаньоном. Они проводили много времени вместе, гуляя по паркам и улицам, где Альма бегал по траве, а бабушка наблюдала за ним с улыбкой на лице. Он стал ее источником радости и вдохновения, внушая ей, что никогда не слишком поздно начать новую жизнь и найти счастье. Бабушка и Альма жили вместе до самого конца. Они были неразлучными друзьями, которые делились друг с другом своей любовью и заботой. Альма оставался верным и преданным до последнего дня бабушки, помогая ей преодолеть все трудности и заботы. Когда Клавдия Ивановна умерла, оставив позади свою насыщенную жизнь, Альма остался на ее могиле, охраняя ее память и продолжая быть ее незаменимым спутником. История старой бабушки по имени Клавдия Ивановна и ее верного друга Альмы напоминает нам о важности заботы и внимания к старшему поколению. Она показывает, что даже в самые трудные времена, когда никого нет рядом, всегда находится место для любви и доброты. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.